Мартин, давай. Без Мартина никуда. Все. Да. Успокойся, да. успокойся, успокойся. Давай, смотри туда. Успокойся, в объектив. Мартин, успокойся. Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете русское радиошоу, подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Это Мартин, а это моя прекрасная подруга и коллега Ольга. Привет! Привет, здравствуйте. Сегодня у нас выпуск, предназначенный для студентов, чей уровень примерно B2, C1, то есть можно сказать, что мы будем говорить практически так, как мы говорим в жизни, правда? Да. То есть, может быть, чуть-чуть наша речь будет адаптирована для студентов, но, мне кажется, незначительно. Сегодня, друзья, у нас очень интересная тема «Где мой телефон?». Я без телефона, как без рук. Полезные привычки, которые реально улучшают язык. Если вы изучаете язык, русский в данном случае, то я уверен, что вы услышите и узнаете много полезной информации. Включайте субтитры на русском языке или на любом другом, на вашем родном языке, и вы можете скачать бесплатно PDF-файл с полной транскрипцией к этому выпуску. Вы готовы? Мы начинаем. Русское радиошоу. Ольга, мы с тобой знакомы и дружим 3 года, и у тебя очень интересная история. Ты уехала из Москвы в 1992 году. В 1991 году. Да. Во-первых, ты родилась в Подмосковье. Да. В каком городе? Около Подольска. Нет, я, в общем-то, там не родилась. Я родилась на Кавказе. О! А там потом мы жили в Подмосковье. Отлично. Да, так что моя страна Кабардино-Балкария. Вау! Но город Нальчик, да. Нальчик. Ну, ты часто бываешь в Нальчике? Ой, я там не была уже 100 лет. Да? Последний раз в 1994-м. Угу. Давненько. Давненько, да. Скажи, после того, как ты уехала из Москвы и переехала в Испанию, ты часто ездишь в Россию, в Москву? Когда ты последний раз была там? Я была последний раз... Езжу не часто. Езжу раз в 3 года, в 4. Последний раз была там в 2021 году. В 2021. Да, в 2021 летом. И мы подбираемся к самой интересной информации. Ты окончила МГУ. Да, альма-матер наша. Да, то есть ты училась вот в том известном высотном здании? Нет, у нас был... Высотное здание мы видели. У нас был наш корпус, филологический корпус. По-моему, назывался... Первый, там их было 2 гуманитарных. Первый гуманитарный и второй, по-моему, наш был первый. Там были историки, юристы, мы и философы. И на Мы — это филологи. Филологини. Филологини. Там были в основном девушки. Нет, ну, конечно, это незабываемый опыт. И вообще самые мои лучшие 5-6 лет моей жизни. Да. Слушай, ну МГУ — это очень крутой университет. И всегда был крутым университетом. Как ты поступила? Не сразу. Не сразу. То есть после школы мне даже пришлось еще там поработать. И поступила я, по-моему, на 2-й или на 3-й год после школы. То есть ты 3 раза пыталась 3 раза поступить? пыталась и каждый раз не добирала баллы. Да, было трудно. Был большой конкурс на филфак. По-моему, не помню сколько. 25 человек на место или 30, плюс там всякие... Я поступил на филфак в Калининграде в 1999 году. Я всем рассказываю, что у нас, наоборот, конкурса не было. Более того, мальчиков любили. Мальчиков любили и у нас. И мальчиков любили и у нас. Мальчики не хотели идти на филфак. Да, у нас на курсе было 45 девочек и 3 мальчика. Вот у нас так же. И я все экзамены вступительные сдал не очень хорошо. Ну, тебя взяли. Но меня взяли. Да, у нас такая же ситуация. Девочек смотрят в лупу. Сексизм. Да, сексизм. Трудно было учиться? МГУ, филфак? Нет, я изучала испанскую филологию, и мне нравились языки, я помню, я так... Нетрудно, мне было интересно, это была такая жизнь, очень интересная жизнь. То есть, подожди, в дипломе у тебя что написано? Испанская филология. Я как бы, да, преподаватель, по идее, и переводчик с испанского, но я, когда училась на последнем курсе, я параллельно окончила курсы... как это назывались, не повышение квалификации, а как бы другой профессии, РКИ, в Пушкинском институте, который в Москве. То есть такой, и там были просто такие преподаватели, которых уже, наверное, даже в живых нет. То есть это была специализация РКИ, да. Русский как иностранный. Да, поэтому у меня как бы есть 2-й диплом, но этот диплом давался тем, у кого уже было высшее образование, да, поэтому...
Как бы у меня 2 таких диплома. А когда ты начала преподавать русский язык как иностранный? Сразу, как мне повезло, мне очень повезло, когда я приехала сюда. Я приехала летом в 91-м, и, по-моему, в ноябре 91-го, да, уже в октябре-ноябре я нашла работу в автономном университете. Угу. Там была школа языков, и искали как раз преподавателя, и было только 2 группы. Угу. И мне дали эту работу, и я была безумно счастлива. И плюс давала частные уроки, в общем-то, как и ты. Как и я, да. Мгм. Слушай, глядя на то, как ты выглядишь, трудно поверить, что ты 30 лет профессии, 33 Спасибо. года, 34. С математикой у нас проблемы. Наша работа нас делает молодыми. Да, скажи, пожалуйста, а когда был самый пик, на твой взгляд, интереса среди испанцев к русскому языку? Вот ты знаешь, наверное, когда они смогли уже ездить в страну, может быть, конец 90-х, начало 2000-х, был реально пик. Да, Было очень много желающих, да? много желающих, да. И, в принципе, мне кажется, русский язык здесь всегда был популярный. Вот как-то, мне кажется, испанцы любят русский язык. Да, это Любят правда. Россию, любят культуру, историю, то есть всем нравится, да. А сейчас у многих есть уже Жены, жены, мужья, друзья, да. дети билингвы. Дети, Мгм, да, и да, так да, далее. да. Ты говоришь на нескольких языках. Русский твой родной, ты говоришь как носитель практически на испанском. Каталонский. Да. И у тебя муж англичанин. Да, прям у нас интернациональная семья. Слушай, а если я могу спросить, ваша дочка, она билингв? Она вообще квадрилингв. Так, расскажи, на каких языках? Ну, потому что мы с ней говорили, я и моя мама всегда на русском, Так. муж на английском с рождения. Так. И в школе испанский и каталонский у нее тоже как родные. То есть она начала на них говорить. Поэтому она часто говорит, мама, какой мой родной язык? Но потом она говорит, я со своим котом говорю на русском, значит, русский мой родной. Окей. Кстати, я сразу хочу сделать такую небольшую ремарку. Может кто-нибудь написать в комментариях. Мне кажется, в одном из подкастов я говорил, что вообще правильно по нормам языка говорить каталанский язык, но, например, продукты и там марки каталонские. Да, я все время это забываю, кстати. Да, но это очень важно. Я был на одном мероприятии, и у меня с именами проблема. Очень известный преподаватель в Барселонском университете, он преподает русский язык. Жуан, Марк? Наверное, Жуан Марк, по-моему. Марк? Да, по-моему, он. У него Марк Сория. жена русская. Жена русская. Все, он. Да. Извините, я с именами проблемы. Да, Мы были на одном мероприятии, и он сказал, что мы, каталонцы, хотим, чтобы язык называли каталонским. Да. То есть это такой принципиальный момент. Это, знаешь, как на Украине в Украине. То есть грамматика говорит одно, а... Использование языка другое, да. То есть язык диктует. Да. Поэтому мы знаем, что правильно каталанский язык, но я тоже по привычке говорю каталонский. Я тоже говорю каталонский, не знаю почему. После этого после того, как я услышал эту просьбу от каталонца, чтобы называли язык каталонским, я теперь об этом Мы спокойны теперь. Да, мы теперь спокойны. Как ты изучала испанский язык? Это был конец 80-х. Это была середина и конец 80-х, да, перестройка как раз Как вы началась. изучали языки? Не было интернета. Ничего не было. Я тоже думаю, как мы изучали Вот языки? Ну, ты знаешь, были лингофонные кабинеты, Так. где мы в наушниках слушали испанскую речь и повторяли, нам там записывали такое чисто испанское произношение. Учебники были сделаны, по-моему, на Кубе. Там были, я помню, герои Рамон и Кончита какие-то, и с ними все время что-то происходило. И испанский был, собственно, кубинский. Кубинский, наверное, да. Но, ты знаешь, было огромное желание, и были очень хорошие преподаватели. Я была влюблена, Царство Небесное, Изольда Беглава была великолепная вообще женщина-преподаватель. Причем она стала первым преподавателем каталонского у нас там в университете. Она просто привнесла каталонский на филологию испанскую. И она, я помню, не было фотокопий, она от руки нам все писала, какие-то упражнения, перевод с русского на испанский, с испанского на русский. На ее уроках мы не могли просто даже вздохнуть, уставали, и когда кончался урок, мы просто да, и я тоже сейчас со студентами стараюсь. Если вы не устали, значит, вы мало занимались. Ольга, как в голове разделять языки? Потому что у меня большая проблема. Я начал изучать испанский после итальянского, и у меня прям в голове такой суржик. Если вы знаете, что такое суржик, если не знаете, погуглите. Я путаю слова. У тебя бывают проблемы? Бывают. Но ты знаешь, в последнее время я очень много говорю на русском. Мне кажется, сейчас у меня проблем меньше. Но на самом деле проблемы бывают, и были проблемы
проблема, я помню, когда мы начали учить испанский в университете, я же пришла с английского, потому что английский в школе, английский всегда, но я что-то не пошла на английскую филологию, думаю, испанский мне тоже нравился. И я помню, первые уроки и даже первые месяцы каждый раз выходил английский. И преподавательница у нас была интересная, Татьяна, забыла, как ее звали, неважно. И она все время смотрела... Нет, да, там не sister, а сестра. То есть она издевалась над нами немножко, потому что у нас был английский Т, английские звуки. Мешал английский. Но потом как-то постепенно испанский взял верх. А когда ты приехала в Барселону, у тебя тоже, как у многих, был такой культурный языковой шок, что ты вроде изучала язык, но ты ничего не понимаешь? Да, потому что грамматики нас учили очень хорошо, а как пойти купить хлеб, я не знала. И, безусловно, я начала говорить больше, когда уже жила здесь, и уже общалась больше с испанцами, да. То есть у меня очень была хорошая база грамматики, но разговор у нас учили мало. Сейчас ты преподаешь русский язык в одной из самых крутых языковых школ Каталонии. И сюда большой конкурс обычно. Здесь 15 языков, мне кажется. Знаешь, не помню, я с цифрами очень плохая. Основных может быть 15, и плюс есть факультативные языки по пятницам разные. Кто сейчас твои студенты? У меня 2 первых курса. Это А1. А1, да. И один курс у меня Б1-2, то есть вторая часть Б1. Разные студенты, в принципе, учат русский. Это парни, девушки? Ты знаешь, Это парней почему-то пенсионеры. больше. Пенсионеры есть, но в этом году не так много. В основном люди... Вообще в этом году у меня много молодежи. Может быть, от 20 до 30 лет, вот так. Это испанцы, которые нашли славянских девушек. Наверное, или молодых людей. Вот, честно говоря, не знаю. Есть разные... Ну, есть интерес, да. И... Какие трудности у испаноговорящих, изучающих русский язык? Ну, конечно, русская грамматика, это очень трудно. А произношение? Произношение можно поставить, конечно, но и у них есть определенные звуки, Б и В, например. Да. Б и В это испанский, они Не различают различают, очень плохо, да. Мягкость, твердость тоже плохо различают. Но это, в принципе, не так важно. Я все время говорю, РКИ, они должны говорить, чтобы носителю языка было понятно. Самое главное. То есть мы не должны, конечно, когда я учила испанскую филологию, нас произношение так били с этим фонетиком, знаешь, лингофонные кабинеты, чтобы там даже произносилось... Какие-то были графики, вот как ты произносишь этот звук. Не надо. Надо, чтобы было понятно, чтобы они писали, чтобы было понятно, чтобы они говорили, чтобы было понятно. Если непонятно, то да. А лингофонные кабинеты – это кабинет, в котором вы садитесь, наушники там? Наушники, кассеты, да. И были какие-то аппараты, я даже сейчас не помню, вот где именно график, вот показывала стрелочка, как ты сказал звук, так или не так. Это было какое-то Это советское... просто было что-то советское ноу-хау? Какой-то ноу-хау, да. И просто вот так вот звук идет правильно. Вот этот звук тоже не то. Ой, да. Интересно. Друзья, во второй части нашего выпуска мы поговорим о полезных привычках, которые реально улучшают язык. Мне интересно мнение Ольги, потому что Ольга профессионал, и я уверен, что эти советы вам пригодятся. Пока поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Если вы слушаете аудиоверсию, то поставьте 5 звездочек или другую высокую оценку на той платформе, на которой вы слушаете этот подкаст. Мы продолжим через мгновение. Русское радиошоу. Итак, полезные привычки, которые реально улучшают язык. Я буду зачитывать некоторые привычки, которые мне пришли в голову, и мне интересны твои комментарии. Например, если вы начинаете изучать язык, то нужно ставить реальные цели и сроки. Нельзя выучить язык за 1 месяц, хотя многие учебники так и называются. Русский язык за 1 месяц. За 10 дней был учебник. Даже такой. Русский язык за 10 дней, я помню, да. Сейчас все наши студенты, зрители и слушатели просто посмеялись над названием учебника. Да. Как ты думаешь, какие сроки являются реальными? Вот если человек живет не в языковой среде, например, он живет в Испании, в Италии, в Америке, не знаю, и занимается 3 раза в неделю в языковой школе. Ну, конечно. Во-первых, надо ставить реальные цели, да, если... Реальные сроки, реальные сроки, реальные цели. То, что ты не можешь научиться языку даже за год, если при таком раскладе, например. При таком раскладе, как ты говоришь, 3 раза в неделю, это будет 3 часа в неделю. Например. 3 часа в неделю. Но у нас уроки где-то 4 с чем-то часа в неделю. В принципе, А1, ну что они могут? Сказать какую-то минимальную информацию о себе, спросить минимальную информацию, узнать у кого-то, да, грамматика, опять же, базовая.
То есть это не тот уровень, чтобы после него можно было поехать в Россию, спокойно там разговаривать. Конечно, нет. Мгм. Да, а за 10 дней невозможно. То есть есть интенсивные курсы. Может быть, если этот курс в среде языковой, он еще может иметь успех, если потом человек останется там. Мгм. Но если человек выучил за 10 дней что-то, И он уехал. забудет так же быстро, как и выучил. Когда я изучал итальянский в Болонье, я помню, что мы обсуждали эту тему. У нас с понедельника по пятницу... Короче, у нас было 20 часов в неделю. Мгм. 20 или 40? Ну да, 20. 20 может по быть. 4 часа в день. Да, 20 да, часов да, в неделю. это реально. И преподавательница сказала, в языковой среде 20 часов в неделю за 1 год уровень B1. За 1 год, да, в языковой среде. Да. Это то же самое, как испанцы, которые в ту бытность, когда существовало общество, это Испания, СССР, когда они могли ехать учиться в Советский Союз. Они так и учились. У них был первый год только русский язык. И, наверное, было, я не знаю, наверное, было 20 часов в неделю. И, конечно, они потом шли в магазин или куда-нибудь там в химчистку, да, и, то есть им приходилось говорить на языке. И после года обучения они уже учились на факультетах и могли записывать лекции. Но это языковая среда. Это правда. Вне языковой среды очень сложно. Итак, полезная привычка ставить реальные цели и Реальные, сроки. да. Вторая полезная привычка, я обожаю стикеры на предметах Да, дома. да. Когда я начал изучать итальянский, и потом, когда начал изучать испанский, я советую всем своим студентам дома просто приклейте название предметов на эти предметы. Вот у меня реально вся квартира была обклеена там названием холодильник, полка, окно, подушка. Да. Я помню все эти слова. У меня тоже было это. Да? Когда еще в школе, когда я учила английский, да, я тоже это делала. Я английский обожала тогда. И то же самое. И это, причем, очень старый совет. То есть я помню его еще с тех времен. И он реально работает. Потому что слово сразу, ассоциация, Да. предмет, ты все видишь. То есть всегда видишь. Да. Хорошо. Мы всегда начинаем записывать подкаст, и Мартин пукает. Это уже второй подкаст. Извини, пожалуйста, Ольга. Да ничего. Мартин. Он смотрит. Прости меня, Сережа, да? Я сейчас задохнусь. Мы вчера записывали интервью, и он сделал то же самое. Мартин, потерпи. Так, следующее. Слушать короткие подкасты, полностью фокусируясь на этом процессе, слушать и читать транскрипцию много раз. Это тот метод, который я пропагандирую. Что ты об этом думаешь? Твои студенты слушают вообще подкасты? Слушают. Ты знаешь, многие говорят, что слушают подкасты, причем когда мы, вот B1 особенно, да, маленькие, наверное, еще нет, но им нравятся подкасты, да, реально слушают. Даже говорят, им больше нравится, чем видео там смотреть. Потому что, когда ты смотришь видео, ты должен фокусироваться еще и на видео, а подкаст можно слушать, пока ты бегаешь, занимаешься готовишь, спортом. да, им нравится. Повторять за диктором. Вот этот метод shadowing, имитация произношения и интонации. Я обожаю. Я попугай. Я очень быстро слышу мелодию языка и начинаю копировать, как мне кажется, интонации. Что ты думаешь? Я думаю, это хорошо. Это ваш лингофонный класс. Это наш лингофон, я тоже об этом подумала. Наш лингофонный класс, точно. Как тебе кажется, вот тот лингофонный класс помог тебе поставить произношение? Я думаю, помог. Потому что я когда приехала сюда, у меня было произношение в испанском намного лучше. Я старалась его улучшать и говорить на испанском постоянно. Сейчас мне уже немножко все равно. А тогда прям, да. Следующая полезная привычка, что ты об этом думаешь, перевести интерфейс телефона и все приложения на изучаемый язык. Мой смартфон на испанском. Я студентам это тоже говорю. Говорю, поставьте все на русском языке. Они, как мы не будем понимать? Потом, говорит, как нам... Да, ну, я считаю, это полезно. Это то же самое, как стикеры. И есть очень полезные слова, которые студенты будут хорошо знать. Например, они будут хорошо знать краткие страдательные причастия, пассивные причастия. Потому что если ваш смартфон на русском языке, когда вы отправляете сообщение, то будет написано «отправлено», Правда. «прочитано». Ну, да. И мы недавно со студентом проходили эту тему, и я ему сказал, вот если бы у тебя был телефон на русском, ты бы уже эти слова знал. Отправлено и прочитано. Конечно. Слушай, да. Нет, поэтому... идея хорошая. Говорить с собой вслух. Я нашел этот совет на каком-то форуме полиглотов. Я считаю, что это сомнительный совет. Я сам с собой не говорю на иностранном языке. Даже по-русски я не говорю. Слушай,
Сейчас есть много всяких других методов и средств, но когда я учила английский, например, в школе, я говорила с собой вслух. Да? То есть я составляла какие-то маленькие диалоги сама с собой. А с кем мне было еще говорить, Сережа? По-английски. В тот момент ни с кем. И я думала всегда, вот я этот диалог составила с собой, а теперь, если я поеду в Москву, и там кто-нибудь меня спросит на английском, я смогу ответить. Я это делала. Я не думаю... В принципе, я думаю, все полезно, если тебе заходит это, понимаешь? Да, может быть. Читать адаптированную литературу лучше с аудио. Есть студенты, которые любят и хотят читать русскую литературу и русские сказки. Первый вопрос. Что ты думаешь о сказках в этом контексте изучения русского? Я не очень хорошо отношусь к сказкам. Поддерживаю. Да, потому что это, конечно, специфический жанр. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Плюс там лексика очень сложная. У меня был студент, который любил читать сказки, и он каждый раз, когда спрашивал его о его опыте, он начинал со слов «однажды». Я всегда шутил: хорошо, что не жили-были. Да, тоже хорошо. Но, безусловно, если какой-то один случай единичный, у тебя студент такой хочет, пожалуйста. Но, в общем... А что касается адаптированной классики, есть очень много книг. Много, да. Зато можно читать адаптированную классику. У нас, да, мы даем студентам, но, в общем-то, неплохо, но не обязательно ее читать и слушать. То есть можно просто читать. Я считаю, что аудио тут ни при чем. Следующая полезная привычка, тоже у меня есть сомнения на этот счет, флеш-карточки или приложение в телефоне, но смысл тот же, флеш-карточки и вообще повторение слов. У меня было приложение Quizlet, когда я изучал итальянский, и стоя в очереди или в пробке, там, в поликлинике, я повторял слова, но потом понял, что мне это надоело. Да. Что ты думаешь о карточках? Я тоже, я с тобой согласна. Я не думаю, что это очень полезно, вообще полезно. Я думаю, что вообще слова надо учить в контексте, а не в карточках. Это у кого какая-то, может быть, особенная феноменальная память. Но это реально может быть скучно и не так интересно, а в контексте это другое дело. А ты даешь своим студентам, следующая полезная привычка, смотреть грамматические видео на YouTube? Ты даешь студентам ссылки на какие-то видео? Я даю иногда на какие-то, да, на первом курсе особенно, да, есть какие-то видео такие более простые, полезные. Даю, но это по желанию, кто хочет, да, кому не хватает объяснений на уроке, могут посмотреть. Есть еще один такой совет: записывать короткие аудио. Так можно услышать себя со стороны и замечать прогресс, когда слушаешь старые записи. Что ты об этом думаешь? Ну, я думаю, это не обязательно. Это тоже зависит от человека. Будет ли он потом себя слушать и поймет ли он, что он сказал. Ну, у меня был недавно опыт. Мне казалось, что я так хорошо говорю на испанском языке. Мне казалось, что я так хорошо имитирую произношение. Когда я послушал запись, я понял, что есть к чему стремиться. Ну, видишь, ты можешь критически отнестись к себе, но не все люди могут. Согласен. То есть я не думаю, что это такой метод. Следующая полезная привычка – фоновые видео без цели все понять. То есть, когда вы просто создаете русскоязычную атмосферу, включаете русское телевидение фоном, и оно просто ла-ла-ла-ла говорит что-то. Я думаю, это неплохо, если ты чем-то занят таким, да, готовишь. И музыка. Я, например, бы слушала песни. Мне просто нравится музыка. Мне тоже нравится музыка. Да, и вот я песни слушаю на разных языках, и это всегда мне больше помогало. И какое-то слово потом зацепится, останется. Следующая полезная привычка – возвращение к материалам, просмотр старых тетрадей, старых сочинений и вообще повторение грамматики. Например, я в прошлом году сдал экзамен на уровень B2, я сейчас начал курс, я повторяю начало B1. Как ты? Повторение – мать учения. Повторение – мать учения. Я думаю, повторять всегда полезно. То есть ты хранишь все свои конспекты? У меня все в электронном виде. У меня все в iPad, в планшете. Так что возвращение к материалам, к тому, что вы уже изучали, это нормально. Ничего страшного в этом нет. Конечно, это очень хорошо. Нет. Следующее. Маленькие шаги. Я обожаю этот принцип. Даже 2 минуты повторения слов в день лучше, чем ничего не делать. Полностью с тобой согласна. Полностью. Я студентам даже говорю, вот если у нас урок в понедельник, а следующий в среду, стараюсь им много не сдавать, но говорю, ну, пожалуйста, повторите. Вот буквально 10 минут. 10 минут каждый день уже хорошо. Да? Они ждут всегда какого-то волшебного выходного, где у них будет 5 часов времени, чтобы что-то учить. Не бывает? И этих 5 часов не будет. Не будет, и это будет абсолютная потеря времени и всего. Каждый день по чуть-чуть, вот это самое хорошее. Я всегда привожу пример. Например, я, когда иду в фитнес-клуб, это занимает 10 минут, я чаще всего слушаю музыку. Но иногда я себя заставляю
вставляю, слушаю подкасты на испанском языке, и я думаю, я иду туда 10 минут, обратно 10 минут, это 20 минут. Я хожу в спортзал 5-6 раз в неделю, с математикой у нас проблемы. Короче, посчитайте, сколько часов я слушаю испанские подкасты в неделю, в месяц и в год. Это лучше, это маленькие шаги. Конечно, да, полностью согласна, Сереж. Поэтому слушайте подкасты на русском языке, например, «Русское радиошоу». Самая главная полезная привычка – реальное общение, языковой обмен, общение с носителями. Наверное, один из главных советов. Да. У многих студентов есть языковой барьер, они боятся говорить. Да. Как твои студенты? Есть студенты, которые так и спрашивают, как мне начать говорить, вот даже на B1. Причем на уроке неплохо говорят, но они боятся, они думают над грамматикой. В принципе, не надо думать о грамматике, надо попытаться как бы раскрыться и говорить вот как получится, не бояться своих ошибок. Потом постепенно как бы это все пройдет. Ну, то есть надо. Ну, я понимаю, что это трудно. Говорение вообще одно из этих наших умений наиболее трудное. Тем более, если человек не такой общительный. Это самое трудное для наших студентов, да. И поэтому обмен языковой очень полезная вещь. Друзья, напомню, у меня есть русский разговорный клуб. Вы можете принять в нем участие. Да. Он для студентов уровня B1, B2. А когда я переехал в Барселону и начал изучать испанский, я ходил на языковые встречи, на встречи языкового обмена. Я думаю, во многих городах есть. Поищите, если вы живете в большом городе. Здесь очень много таких мероприятий. Я помню, что по четвергам и пятницам вечером они проходили, эти встречи. Я приходил, заказывал бокал пива. После бокала пива ты уже говоришь как носитель, тебе так кажется. Это раскрепощает, расслабляет и просто мы говорили. Да. Бокал пива помогает. Правильно, неправильно, с ошибками, без. Главное была коммуникация. Я понимал, меня понимали, все. Да. И это, конечно, очень помогало. И очень хорошо говорить именно с тем человеком, который не знает твой язык. То есть, как бы вот они говорят с русским, и русский, чтобы не очень хорошо говорил на испанском. То есть вот это важно. И тогда человек хочет или не хочет, будет говорить. Еще одна метафора, я обожаю метафоры, это как учиться плавать со спасательным кругом. Да. То есть ты не научишься плавать, ты знаешь, что всегда у тебя есть спасательный круг. А вот когда ты оказываешься в воде без спасательного круга, точно, уже делаешь все, что хочешь, чтобы не утонуть. Конечно. То же самое с языком. Да. Оля, спасибо тебе большое за твое время. У тебя урок через спасибо, урок 45 минут. Да. Хорошего тебе урока. Спасибо. Да, надеюсь, что мы еще встретимся. Конечно, встретимся, да. Поцелуй от Мартина. Друзья, подписывайтесь на «Русское радиошоу», ставьте лайк, изучайте русский язык с удовольствием и с «Русским радиошоу». Пока. До свидания. Идем гулять.